Итак, всем привет! Тема нашего видео сегодня проста. Зачем взрослой женщине, зарабатывающей в Германии уже деньги, монетизация на YouTube? Давайте мы про это. Я очень много пересмотрела роликов на тему последнее время. Заведите YouTube, заведите соцсети, сделайте этот гешефт, заработайте много денег. Но давайте разбираться. Сначала поговорим о том, что привело вообще меня к YouTube, и потом я вам расскажу на честном примере, покажу свои достатки, мои заработанные деньги, которые я заработала за 3 месяца монетизации. Расскажу небольшую историю, знаете, такую правдивую историю, потому что все, что сейчас рассказывают, особенно люди, которые предлагают какие-то курсы для YouTube, мне кажется, это не совсем сходится с действительностью. Это когда ты начинаешь монетизацию. И все начинающие ютуберы меня поймут. А те, которые думают, посмотрите на самом деле, как это все было. Сначала решим вопрос, зачем мне монетизация и зачем я вообще решила создать этот YouTube-канал. Коротко о моей персоне. Я проживаю уже 33 года в Германии. У меня есть какая-то уже работа, понятное дело, не какая-то, а даже две. Я работаю в детском учреждении и работаю еще тренером. И я думаю, что, в принципе, если взять мой финансовый статус, мне сейчас монетизация Ютуба как таковое не нужна. Но когда-то, года 2 назад, я решила поменять работу. То есть я последних 10 лет руководила детским учреждением. До того у меня была своя побольше фирма мобильного тренерства. Я была очень сильно занята, но у меня была 10 лет такая работа, которую я должна была сама очень много энергии вкладывать, так же сама, как я была на руководящей должности. И вот когда я 2 года назад решила, что я уже, наверное, не хочу столько вкладывать энергии в это вот все руководящее, я поменяла работу на более такую спокойную, скажем, ну вот так. Вот, и урегулировала всю свою рабочую деятельность так, что у меня достаточно было много свободного времени на то, чтобы что-то еще делать, кроме работы. Вот так. И несмотря на это, я чувствовала, что у меня достаточно много еще энергии, которую мне нужно куда-то девать. Вот. И я люблю делиться чем-то интересным, я люблю рассказывать, я люблю общение, я люблю, ну, я подумала, до того у меня были истории с Инстаграмом, я пробовала себя там, писала тексты, всем нравилось, ну, по крайней мере, мне писали, что им нравятся мои тексты. Это, кстати, без и я их писала, сама выдумывала тогда, и хотелось написать книгу, я начала очень много читать и брать всяких интересных курсов таких по интернету, написание текста. У меня это хорошо получалось, говорят. Ну, вот так вот как-то решилась я на этот YouTube только потому что я решила вот эту энергию, которую я раньше вкладывала во все это руководящее, вот этот гешефт, который у меня свой был, я ее решила вкладывать в YouTube сейчас. Но думаю, ладно, как говорится, надо куда-то одеваться, надо вот это вот развиваться немножко, это дает, да, всегда, когда чем-то новым начинаешь заниматься, и вот за это вот я решила начать YouTube. Но я вам всем посоветую, начинающим, если я могу дать вообще совет какой-то, потому что я монетизировала свой второй канал уже по где-то за 9 месяцев, ну, плюс-минус. И до того я пробовала уже себя с первым каналом, там тоже интересная история была, я его бросила, потому что началось очень много хейта, с этим тоже придется как-то справляться. Вот. Но уже тогда я почувствовала, что это игра, которая, возможно, стоит свеч, когда я первый канал еще открыла, но очень нужно долгое дыхание, нужно марафонское дыхание. И вот человек, который сейчас сидит и думает, нужен ли ему YouTube, он должен себе для себя спросить вопрос такой. Вопрос такой. Зачем или почему я должен вести этот YouTube? Если взять конкретно меня, я, например, предпринимательскую деятельность знаю с «о» и «до». Я понимаю, что вот этот второй гешефт, который я сейчас уже открыла по YouTube, потому что у меня есть еще мой первый тренерский, это много бюрократии, это много свободного времени, которое ты тратишь на всякие бумажки, бумажные там какие-то организационные вопросы. Это много
твоего свободного времени, которое тратишь на записывание. Но этот вот сам процесс, то есть сам процесс, творческий процесс записи видео, выкладывания, меня очень сильно захватывает. Единственное, я не люблю сильно техническую часть складывания видео, это вот мой большой минус. Но мне нравится, например, общение. У меня создалось комьюнити, очень хорошее большое спасибо всем, кто меня сейчас смотрит. Я вас всех обожаю, с вами уже всех по именам знаю, кто откуда, кто а что. Я просто благодарю всех, кто моя лояльная аудитория, которая со мной уже давно есть, которые по 8, по 9 месяцев со мной люди уже. Я благодарю всех. Там это 1263 подписчика, которые были на сегодня, когда я записываю видео. Я их всех обожаю. Вот. Хотя есть активные, более есть неактивные. Есть люди, которые по 80 комментариев уже у меня оставили, по 70, по 50. Это я хотела снять отдельное видео. Насколько приятно это. Это вот для меня, потому что я человек творческий, это мой мотор, мой двигатель. Но если человек, который начинает снимать или думает хотя бы, вот для начинающего, скажу так, об этом, я бы не советовала сразу думать о том, что он заработает денег, потому что я именно это видео снимаю для того, чтобы разбить в пух и прах то, что можно на YouTube заработать больших денег. Потому что это пройдут годы, пока вы заработаете, например, столько, чтобы жить за эти деньги, да, вот так вот. И будет ли у вас силы и вообще желание это снимать, и если вы не ответите сразу для начала на свой вопрос, если вы хотите вкладываться в это как в какой-то бизнес, какое-то предприятие, то вы должны будете столько много сил вкладывать, как на нормальной работе, чтобы это заработало и стало приносить вам нормальные деньги. В конце видео обязательно увидите, сколько я заработала за 3 месяца монетизации, и вы поймете, что это за гешефт. То есть я вам могу одно сказать, что я сейчас в Германии зарабатываю больше за 1 час работы, той работы, которую я, одной из этих работ, которые я делаю, больше, чем я заработала за 3 месяца на Ютубе от рекламы, которая еще, кстати, натекло только мне на этот счет. Но еще даже не выплачено. Это я там историю расскажу еще дальше. Поэтому тот, кто начинает, должен для себя решить. Хотите вы просто творчеством заниматься за бесплатно? Пожалуйста. Это вот ваша платформа. Вас увидит много людей, вас узнает много людей, вас будут узнавать, спрашивать, знакомые ты что-то делаешь. Кстати, они будут меньше всех смотреть и еще будут вам давать такие неприятные вещи, разговоры. Но ваша лояльная аудитория, это будет точно не родственники, это будет точно не друзья, а это будет конкретно лояльная аудитория, которая подписалась именно на вас. То есть вы понравились аудитории. Так что, пожалуйста, начинающие ютуберы, подумайте хорошо. Вы просто хотите творить, и не получается это деньги сначала очень долго. Или вы хотите предпринимательство занять. Тогда придется вам очень слишком больше уделять этому внимания, потому что это невозможно. Сейчас, скажем так, находясь на 2 работах, в которых я обкладываю 30 часов своего времени, еще заниматься как бы так, чтобы это как бизнесом стал YouTube. Но это значит, нужно бросать работу и заниматься только YouTube, для того, чтобы это вот прям на поток пустить. Вот. Поэтому я рассказала вам эту историю, но я не хочу демотивировать людей. Те люди, которые хотят, конечно, должны попробовать. Если вы не попробуете, но вы должны быть очень с холодной головой, потому что очень много, мне кажется, завышенные ожидания имеют, что рассказы вот этих... Сейчас очень много, если вы кликните, как заработать на Ютубе, как заработать быстро на Ютубе, как вырасти на Ютубе быстро. Ну, в общем, этих видео очень много, но я очень мало видела блогеров, которые действительно рассказывают, как на самом деле вот это вот, какие маленькие вообще доходы и как они вообще, люди эти, выживают. То значит, у них есть какой-то другой доход, ну, вот как у меня, например, то я могу сидеть и снимать эти видео и ходить на работу. А как человек, который, например, с нуля начинает YouTube, и у него нет дохода, вот я вообще не понимаю, как это функционирует, извините, простите, это надо сидеть на безработных на каких-то в Германии, чтобы снимать видео. Вот, поэтому нужно так конкретно себе сесть и подумать, я предприниматель, значит, я делаю очень много других шагов, или я просто творец, я просто вот хочу что-то так красиво рассказать, креативщик, и вот для себя, если у вас какой-то другой параллельно заработок есть, понятное дело, это будет приносить такой доход не так, как предпринимательством когда занимается. Вы не будете какие-то курсы продавать, там еще что-то, будете красиво себя показывать. Ну, вот так родился мой канал. Параллельно ко всему этому я хотела свою, вот почему я завела, я хотела внедрить свою энергию, которая не освободилась после того, когда я немножко перешла на другую работу. И я завела его для того, чтобы снимать свою историю
расхламления, уборок, мой лайфстайл, так как у меня есть что показать, моя легкость, уже кто-то спрашивал, как я, чем я занимаюсь, когда там что-то. И мне интересно просто вот это вот общение с людьми, и я думаю, в свои 55 плюс ну, мне есть что рассказать людям, и мне просто интересно рассказать о том, что я знаю. Я не собираю поучать, но я просто делюсь тем, то, что я знаю. Вот, это было по поводу того, зачем мне монетизация, и вам такой небольшой спойлер подумать над тем, кто действительно включил себя и думает, о, продолжать мне, начинать мне соцсети вести. Зачем вообще вам эти соцсети? Зачем они вам? То есть для известности, для какой-то, что вас узнавали, может быть, или вам нужно заработать денег, тогда нужно другую совершенно тактику выбирать ютубовскую. Сейчас перейдем к тому, сколько же я на самом деле заработала на YouTube. Я вам покажу просто такие сырые цифры. Мне кажется, про монетизацию нужно снять отдельное видео, потому что надо рассказать конкретно, с какие я делала шаги, сколько шагов я сделала для того, чтобы вот это вот вообще подключить. И для того, чтобы монетизировать, сколько я сделала. Но я вам могу одно сказать. У меня получилось так, что подписчиков я достаточно долго набирала. Но у меня было по часам просмотра, это, кстати, очень редкость большая, вот эти 4000 просмотров, которые должны набрать 1000 подписчикам ютуберы для монетизации, у меня набрались очень быстро. То есть у меня получается, что люди подписались только те, которые действительно смотрят меня. И те отписки, которые, например, были за последних 3 месяца, значит, люди подписались, например, условно на какие-то там когда я на мою предпоследний пост, где я сделала видео о легкости питания, там было очень много подписок, потом я перестала питание делать, уже отписались люди. Короче, люди просто, меняется какой-то у них интерес, и они просто отписываются. Поэтому я не страдаю. Если за последние 3 месяца, я посмотрела статистику, на меня подписались более 400 человек, а отписались, например, 100 там чем-то, то я понимаю, что это целый, как говорится, кинозал, который сидит и меня смотрит. И в этот момент, когда вы смотрите, вы можете поставить мне лайк за то, что я уже рассказала, а сейчас покажу. А возможно, кто не подписан, меня смотрит без подписки, или поставить мне хайп, или подписаться. Это самое время. Сейчас я вам покажу свою заработную плату на Ютубе. И подумайте, действительно, дайте мне в комментарии, стоит ли это вообще свеч дальше мне продолжать. Итак, сейчас я тут собиралась, настраивала другую камеру, но ничего не получалось. Покажу вам. Итак, вот так выглядит статистика на YouTube. Вот это мой доход. Я вам просто объясню сейчас одну интересную вещь. Вот смотрите, если взять расчетный доход, я надеюсь, хорошо видно все. У меня сейчас натекло за 3 месяца ровно 37,60. Аналитика по каналу, вы видите, что это я. Вот она, как она протекает, вот это, как протекает вот эта вся графа. Вы видите, вот тут, например, был пост, который немножко больше я собрала денег. Тут оно все время такой по низкой прямой. И сейчас покажу для примера вам, как выглядит по месяцам. Боже, мне, наверное, надо все-таки снять это. Итак, продолжаем. Я вам покажу статистику. Вот смотрите. Вы видите статистику, божечки, этого мы не хотим. Значит так, вы видите статистику. Я начала монетизацию в мае, там видно, что я заработала в мае 23,45. Вы видите статистику за июнь, я заработала там 9,78, и июль, это данные еще не полные, 4,37. Ну как вам? Многое заработала. Даже по немецким меркам за июль я даже еще на чашечку кофе заработала. Так вот, почему, например, майская статистика такая выше, чем другие? Потому что у меня, первое, там были какие-то еще старые посты, которые на меня немножко начали работать, собирать деньги. А во второе, потому что там один из постов залетел на 7 или на 8 тысяч сразу, и он дал мне 10 евро сразу. Поэтому статистика такая. Получается, если посты не... Вот он, кстати, вот тут виден. Это пост о «начни расхламление, перестанешь покупать». Потом он у меня идет, вот, хорошо посты залетели, стройность для ленивых, простая стройности видно. По статистике можно все это хорошо видеть, что заходит и на какие темы снимать, в принципе, тоже видно. Вот. Но я вам просто посмотрю, какой плохой гешефт это с этими шорцами.
Вот смотрите, один из шортсов мне принес 5 центов, 4, 2, 4, 4. Значит, за трансляции, лайв-трансляция. Первая трансляция стройности движения, тут у меня 40 центов натекло, тут 31. Ну, я думаю, я вам достаточно много показала, чтобы тот, кто что еще не знает, начинать ли ему YouTube, тот еще хорошо подумает. Ну, понятное дело, что блогеры зарабатывают не только на том, что они зарабатывают с AdSense, ну, как бы реклама, они делают разные аффирмации с разными брендами и так далее, к этому я еще не пришла. Но вы понимаете, какое дело? Ну, понимаете, какое дело? Для того, чтобы зарабатывать с брендами, опять же, мы возвращаемся туда, нужно заниматься этим прямо конкретно много. То есть надо сесть, написать менеджерам разных фирм, надо искать эти аффирмации, надо искать другой способ заработка. Ну, я к тому, что когда вы будете думать, что вам делать, или нужно вам этот гешефт, вы должны хорошо подумать, готовы вы вкладывать столько времени или нет. Вот. И вы видите всю статистику. Я вообще это транспарентно к этому отношусь. Вы понимаете, что я сейчас за год работы, больше, чем за год работы, я это назову третьей работой, просто, чтобы вы понимали. Это третья работа, на которую я хожу, я пишу себе термины, когда я записываю видео, когда я выкладываю видео, когда я их обрабатываю. На это нужно время, даже при самом минимальном раскладе 1-2 видео в неделю. Самой при простой обработке у меня там ничего нету, я вообще как чайник это все делаю. Вы потратите минимум 5, 6, 7 и больше часов, если вы, конечно, не будете так уметь, например, тексты писать быстро или еще что-то такое, да, вы потратите еще больше времени. Там, обложки как-то по-другому делать, будете учиться, еще такое. Ну, короче, вот это на все придется тратить ваше время. И вот теперь подумайте, как легко зарабатывать на YouTube. Вот я просто разбиваю в пух и прах вот этого вот. Сделайте, откройте YouTube 55 лет, вы заработаете миллионы. Хренушки. Вы будете вот для того, чтобы дальше здесь вот зарабатывать, вы будете пахать просто, извиняюсь, как лошадь. И для того, чтобы просто прожить, например, в Европе, заработать, например, я не знаю, ну давайте такой минимальный базовый, даже чтобы как бы на хлеб, на воду хватило 2000 евро в месяц. Я не знаю, сколько лет надо пахать и в каком вообще, ну я вообще-то знаю, я представляю, что это надо в 10 раз больше того, что я делаю, делать. Но вы не можете ходить на основную работу тогда я не совсем понимаю, как функционирует этот гешефт. Да, я ожидаю, что когда-то YouTube подкинет мне такое видео, которое выстрелит на 500 000. И тогда я буду сидеть и думать, как хорошо и просто зарабатывать на YouTube. Но этого не случается. И я опять записываю видео, которые заходят на 700 просмотров, на 500 просмотров и так далее. И вы видели даже шортс, которые у меня там 1500, 2000 просмотров, они 4 цента мне принесли. Ну, короче, вот такой вот гешефт. Получается, лучше ходить на работу там, где я работаю, брать больше часов. Например, на тренерской работе я могу намного больше заработать денег. Вот. И вот теперь я сижу и думаю, а зачем мне такой третий гешефт? Получается, это моя третья работа. Как заработать на Ютубе? Наверное, надо снять видео, как как не заработать на Ютубе миллионы. Это было на сегодня все. Это был ваш вдохновитель. Не знаю, к чему. Вдохновителю не снимать на YouTube я вас, или я вдохновила вас все-таки это делать. Дайте знать в комментариях, понравилось ли вам мое видео. Всем пока.